зарисовашки будут. Это уже нарисованное, и придется это разъяснить теперь. В общем, это история о том, как я пытался кататься и охуеваю от людей, которые, блядь, ходят. Сука, два пешехода, блядь, рядом. Раз, два. Голубой это что, переходы? Пешеходные. Рядом два пешехода. Нет, надо перейти вот так вот. Хотя по-любому, это логика человека. Бабулька, блядь. Из-за этого мне придется останавливаться вот тут прям, что довольно не очень безопасно. А так вот две полосы тоже не очень получается. Не объедешь же, блядь, ее. Еще и бабулька медленная. Даже не торопится. Ты ее так не мог объехать? Нет, мне надо было останавливаться. Я же сказал. Вот. Мне приходилось тут останавливаться. Также я катался вот отсюда. Тут одностороннее движение, как я уже нарисовал. Тут стояли две машины, неправильно припаркованные. Потому что парковаться можно на расстоянии от пешеходников, всякого того, не менее 5 метров. Из этих, блядь, машин, они довольно не маленькие, необычные такие, а с багажником таким высоким. Ну, жопой, в общем, огромной. Из-за них не видно ни хера. И непонятно вообще, на самом деле, что они тут стоят. Раньше одна тут стояла, теперь их две. А мне вот сюда надо проехать. Вот в это место. Там еще дырка. Подожди, я вспомнил кое-что я не сделал. Что? Момент видео нашел, помнишь, вчера снимали, когда я поставил на стол, а Ага. снимал минут 15 видео. А. Там, короче, когда Родион говорит, такой, смотри, я в 3D, ты заржешь. А почему он в 3D был? Ну, типа, ты не можешь, не помнишь? Я не понял прикола. В общем, подожди, давай я расскажу уже историю. Люди тут еще любят ходить из-за этих машин, которые не видно, еще что-то. Не, ладно, люди, ладно, пофигу, пусть ходят. Но этот перекресток не без этого. Нерегулируемый, короче, перекресток, это пиздец. Тут еще ямка, когда ты все паркуешься, становишься. И они любят ходить не по пешеходам, блядь. Нахуй нам пешеходы. Блядь, я стал водителем каким-то. Начал посылать, блядь, пешеходов. Блин, идеально музыка подходит, слышишь? Это музыка? Да, на заднем фоне. Нет, это я еще сказал все мышкой. А можно как-то стереть все? А, можно. А я не знал, что точно на правую кнопку можно стереть все. Ну, не все, конечно. А можно как-то стереть все? Блин, надо сделать, ну, вот я сейчас видос смотрю, как сделать нож из дерева, зубов акулы. Как стереть все? Илья, ты знаешь, как стирать? В смысле? В это, как, можно ли полностью очистить как-то по-быстрому? Сейчас посмотрим. Ну, это типа, вот этого тебе уже не надо, то, что сейчас ты можешь. Да. Ладно, пофиг, у меня есть лучшая идея. Ну да, я так и хотел предложить. Парень. Так, картинка там на стриме появилась, она появилась. Ага. Слушай, я смотрю сериал сверхъестественное. Блин, он такой топовый. Так, следующая зарисовка. Улица. Слышь, что, попробуй посмотреть сериал, там 15 сезонов. Угу. Так, ну вот, допустим, тут вот такой вот. Да я что-то смотрел там отрыв. Ну, пусть будет покороче. Нет, Там. Осматриваться там, но он реально прикольный. А помню, там со Скуби-Ду вот этим был момент. Это было прикольно, на самом деле. Ну да, типа Дафни и Велма, это я только что
А мне больше понравилось, когда, типа, этот Фред такой. Будем вместе, пацанами. Знаешь, типа, гай. Так, в общем, так. Не понял. Не. Фред, не понял. Ты что-то перепутал. Не, там Фред этот, по-моему. Нет. А кто там? Дин? Белый. Дин из... Нет, я про Скуби-Ду. А, про Скуби-Ду, ну, Фред и Велма, да. Блять, музыка слишком громкая стала, подожди. Добавить надо чуть-чуть. Шеги. Так вот. Так, ну, где моя мышка? Да, вижу. Вот так вот. Не, там односторонний или... А хер пойми там, короче, какое движение. В общем, тут такое. И там, типа, вот такая вот хуйта. В общем, примерно такая вот хуйта. Я просто мышку иногда не вижу, поэтому тыкаю немножко наугад. Так, в общем, смотри, тут 4 полосы, типа. И тут любят останавливать машины. Кидать вот тут машина. Парковка, вот тут, блядь. Вот тут, блядь. Вот тут, блядь. Вот тут, блядь. И, в принципе, везде. Я бы колеса еще прорисовал, но мне влом. А чё, в принципе, нет, мне не влом. Мышку бы только увидеть. Вжим. 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 Прикольно получилась тарелочка какая-то на колесах. На картофельных. Слушай, новые дизайны для машин. Да, машинное время будущего. Угу. Так, сейчас. Вот тут машина что-то разобранная. А в принципе, все сходится. Такс. И, в общем, смотри. И вот, так, себя отметим опять синеньким. Вот, допустим, вот тут движение вот в ту сторону. И вот тут я еду, допустим, вот. На своей наложке, блядь. Я только сейчас просто обратил внимание, что я на наложку похоже. Коронавирус. Коронавирус. Пойди даже стекло решил нарисовать, прикинь. Чуть не там ручку нарисовал. Во, офигенно, смотри, я художник, блядь. Я так вижу. Я мышку потерял. Блядь, мышка, это вообще такая жопа рисовать. В общем, колеса видны, все остальное видно, все понятно, в общем. В общем, я, где мышка? Опять еду туда. И вот тут, блядь. Не вот... Блядь, где мышка? И вот тут, блядь. Ладно, похуй. В общем, так, тыкну. Вот тут, блядь, а не вот тут. Прет вот это, блядь, огромная тетка, блядь. Сейчас машину прям нарисую, блядь. Блядь. И похер абсолютно, то, что ты там едешь, блядь, на машине. Абсолютно посрать. Прет так и дальше, блядь. Где мышь? Я опять не вижу мышь. Не могу, не вижу мышь. А вот увидел. И, блядь, прет мне навстречу, понимаешь? У меня еще... Это пиздец. Понимаешь, надо вот так вот забрать ее, вот так вот объезжать. Это пиздец, блядь. Да, тетка огромная такая, блядь. Я ехал обратно. Слава богу, я ехал вот примерно, точнее, сдвинулась, по-моему, чуть-чуть, либо дорога стала чище. Вот где-то... Сейчас, я мышку потерял опять.
Вот где-то вот тут вот я уже пока ехал. Вот тут машина стала меньше, и тетка где-то вот тут, получается, была. Я лучше не помню, когда тут ехал. Так, где? Четко вот тут где-то была. Занимал вот другую, по-моему, полос. Я проехал, слава богу, вот так вот. Не вот так вот, вот так вот. Просто наискосок там пустая дорога все время. Это пиздец. Могу рассказать про аварию, которая была недавно в Обнинске. Про какую? Ну, вот папа мой увидел вот тогда. Получается, на новой дороге, вот где это красная Ну это я домик. видел такое, да. А я ее слышу. В общем, блядь, вот прямая, допустим. Вот огромная эта дорога. Ща. Поворот. Артем, Ага. Немножко не так. короче, я вот хочу составить примерный план действий, что делать на мой дороге. Бухать. Ну, само собой. Я имею в виду, типа, ну не все время же, типа, надо чем-то еще заниматься будет. Да ладно. Тебе решил все-таки что-то поделать еще. Я тебе давно уже предлагаю хоть чем-то, а то мы тупо тусим. Бухаем. Я бы реально предложил какую-нибудь типа подвижную игру. Ой. Это. Знакомый в GTA зашел. Так, ну, в общем, так. Вот так тут 4 полосы. Блять, надо поменять было. Хочу попробовать, да, что-нибудь такое, потом еще... Так, ну, в общем, 4 вот полосы. Тут двойная сплошная. Я, блядь, мышку опять теряю. В общем, двойная сплошная. Но тут уже такая вот. И, блядь, где-то, допустим, вот. Ну вот. Не, тут, в общем, так. Вот мой папа тут был. Ой, блядь, машина тут такая, блядь. Бибейка, блядь. Ладно, нифига не машина. В общем, блядь, вот этот тостер едет тут. Потом вот этот долбоеб прет где-то вот тут. Ну, второй тостик такой. Колечки даже пририсую. Слушай, тебе прям в этих... Как в инспектора надо. Ты все записываешь-то. Может тебе в ГИБДДшники пойти потом? Да не, мне нравится так. Джин-джин-джин. В общем, вот машинка. В общем, видно, где лобовуха. На пальцы какие-то похожи. Или дверки. Так. Едет еще одна. И вот ей тут машинка вот. Не так. Вот так вот. И не вот так вот. Так вот. Вот тут где-то есть вот такая. Еще одна машинка какая-то. Вот так вот. Где мышка опять не вижу ее. В общем, вот, едет вот так вот. Мой папа стоит тут. Где мышка? Нам сюда. Ну, не нам, ему было. Вот сюда. Он стоял. Просто пока я ожидал. А этот, блядь, долбоеб взял просто подпер прямо. Ему сюда надо было. И, в общем, в эту втюхался вот сюда, в машину, вот в эту. Прям в бочину. Да. Сейчас прям аварию из-под РСы. Блин, мне Наташа... Что он Родион сказал? Наташа сказать, что он Родион с нами или не с нами? Что по поводу? Ну, блин, Наташа пишет, что вы с ним вообще
общаетесь сейчас? Да хуй его знает. В смысле сейчас? В данный момент или вообще? Ну, я не хочу даже говорить, что он сейчас бухает с Белкиным. В смысле он не бухает, алё. А что он делает? Я хуй пойми, что они там дунули у Никиты. А он реально до сих пор? Ну, а хуй знает, но Родион тогда показал, так сказать, гильзу, из которой Никита курит. Следовательно, они что-то курили, походу. Ведь не могли они просто так, не сталкиваясь всего об этом рассказать. И после этого Никита, блядь, такой вот ёбнутый стал. Так, ну, в общем, вот такая вот авария. Долбоёб, который где-то попёрся, не притормозив. Так как тут где Что прямоугольничек. сказать, Наташа? Лучше сказать, что он с нами или нет? В смысле, он у себя. Скажи все. Что тут? Не соврёшь. Мы откуда знаем, где он? Почему он с нами должен быть? Так, ну вот тут вот, короче, главное. А вот тут вот второстепенное. Сейчас как-нибудь такой треугольничек сделать. Похер, поверну. Как повернуть, короче, блядь. Похер, сам нарисую. Это у тебя А? классные рисунки. Ага. Заливка. Перебор. Утечка мозгов. Аптечка. Качков. Так, ладно, заново нарисовать этот знак. Мне не нравится, что как-то криво. Что ты, Наташа, ты сказал? Сказал, в комнате у себя вообще же, наверное, спать ложится. Ой. В общем, вот так вот. Идеально. Найс. Прям даже стирать жалко. Так, у тебя какие есть? Ты вспомнил что-нибудь? Ну, я же тебе объясняю, вот таких аварий не скажу. У меня авария, еще там какие-то ситуации, которые можно зарисовать. Ой. Что ж такого-то вспомнить еще? Так. Ну, Только тебе придется на это рисовать. ну, блин, ну да я тебе не могу сказать, я-то особо на дорогу не смотрю, ну смотрю, но нет. Ну ты катался, допустим, в Москву, какие-нибудь аварии видел? Там с родителями еще куда-то катался. Уже ни разу не видел никакие аварии. Ты не видел, ты Так. не видел, но там хрен поймешь, я их не запоминаю. Что еще я хотел? Ладно, расскажу тебе, как там парковаться. Это параллельная парковка, как мне объясняет, блядь, препод. Ну, в общем, инструктор вообще. Вот, допустим, так. Вот, допустим, дорога.
Так. Участок от дороги. Такс. Вот с желтым, оранжевым, точнее, отделим вот типа конусы. Так, они тут где-то вот так вот расположены. Что такое? Это параллельная парковка, если что будет. Так, ну тут где-то вот так вот. Талон. Параллельная парковка. Угу. Так. Закрасить. Раз, два. Я знаешь, что хочу купить? Я хочу купить вот эти, типа в руках зажигаешь вот такие палочки, они дымные. Че они? А, дымовухи? Блять. Да. Так, вот, допустим, Прикольно было. серые такие полоски. Блять, я забыл, что у меня это какой-то. Так, в общем, допустим, вот так вот. Блин, я вот боюсь, главное, чтобы у меня на дыры никто не вливал. Ну, он без этого боется. А ты сам выживешь вообще? Не знаю. Так, в общем, вот так вот. Вот, допустим, давай синяя опять машинка по стандарту. Вот, машина где-то вот тут начинает. Вот, начинаем где-то чуть слишком близко. Вот, где-то вот так вот. Вот машина, допустим. Ну, перед это бампер, в общем. Потом едем сюда. Ай, похер, в принципе, пусть остается. Эта часть силкана тут не нужна. Едем вот до сюда. Такс. Потом включаем заднюю. Надо было вырезать просто. Так, в общем, едем вот. Получается, чтобы, блядь, середина была вот напротив этого конуса, где-то так, в общем. Потом выкручиваем руль туда. В ту сторону, чтобы колеса вот так вот смотрели. Такс. Тьфу-то я долбоеб, не туда. Я или кто? Я, Пашкал. Я Вот и так говорю, вот. я про тебя и говорю. Вот так вот. И вот так вот. Блять, слишком острый угол получается. Вот так вот. Такс. И крутим до тех пор. А, тут еще конус забыл. Тут такой особенный есть конус. Вот такой вот, типа, флажок еще. В общем, вот так вот пусть будет. Крутим руль, получается, до того, как мы увидим, вот, допустим, вот этот вот конус. Вот так вот. В зеркале. И у нас машина, смотри, получается, оказывается... Ну, что сейчас? Ну, пофиг, он тут нафиг знак не нужен. До... Колеса, короче, вот тут становятся. Вот так вот как-нибудь. Нет, рано. Больше. Ладно, все поздно. Как-то вот так вот машина, по-моему, становится. И, в общем, вот потом выравниваем колеса. Едем назад. Чтобы колеса вот стали вот на эти вот. На линию. Вот это вот, точнее, колесо. После чего успешно эта машина, блядь, с этим колесом вот на этой, блядь, хуйте. Выкручиваем руль вот в ту сторону. Вот теперь точно. И типа вот так вот получается. Еще не совсем так, а вот так вот получается. Ну, типа, и машина становится ровно. Понимаешь? Угу. Пиздец, охуенно это было, когда вообще я нихуя не видел. Из-за снега вот эту вот линию. Ничего абсолютно. Кстати, я на самом деле думал, это очень трудно.
Оказалось, это практически самое легкое. И знаешь, какой он мне, кстати, дал ориентир, чтобы вот тут вот парковаться? Ну, какой? Желтая точка на заборе с дыркой там какой-то. Ну-ка, дорисуй эту точку. Не точку, дырку там. Такая вот. Это дырка. Там вот такая металлическая это, арматура. Ай, слишком жирный рисунок. Сейчас толщину чуть уменьшу. О, больше похоже стало. Вот. Чтобы он у тебя был типа от плеча вот так вот. Так. Типа вот плечо. Вот, допустим, ты сидишь тут. Вот твое плечо, допустим, где-то вот тут получается. Вот так. Извините, прямо не умею рисовать. В общем, вот так вот, что примерно было. Охренеть дал ориентир, на самом деле. Блять, нихуя себе охуенно рисую. Слушай, я сейчас посмотрел. Конусы, в принципе, нормально видны. Разобрать, в принципе, можешь, что это конус. Если вообще на пару метров отдать, то вообще супер. Слышь? Ебать. Что у тебя с голосом? Не знаю. А, ты, блядь, начал басить. А не хрипеть. Ну, это бывает. Ты в толчке, что ли? Такой звук эхо. Нет. Спалил. Ой. Нет. Я бы сходил в толчок, конечно, ты мне напомнил. О, кстати, кто-то смотрит. Как я это все объясняю. Ой, что тебе еще объяснить, допустим? Какие у тебя еще упражнения, допустим, из вождения? Давай, поспрашивай. Илья, кто смотрит, зрители? Илья. Зрители. Илья. Хватит срать. Илья. Я не сру. С чего ты взял? Эхо, потому что слушай, ну пофигу. Вопрос тот же. Какое еще упражнение, допустим, из вождения? Продемонстрировать, так сказать. Круговое движение. Кого? Чего? Круговое движение? Как проезжать? Сейчас будет весело. Мне надо кружок будет рисовать. Так, ну, во-первых, там, допустим, бывает часто в середине какое-то место, в общем, пустое. Так, дальше. Так вот. Пофигу, так сойдет. Так, ну тут еще уменьшаем, получается, толщину, цвет. Так. Двухполосная, конечно же. Две полосы. Тут две полосы повсюду. Вот такое. Такие выходные хорошие прошли. Так, не поспоришь. Так. Тут, по-моему... я вспомнил, там знак стоит. Как он там рисуется? Как-то так, по-моему. Мне одноклассницы 4 дня бухали, пили вино только. Не удивлен. И ящиками. И я так орал с этого. Опять я себя художником чувствую. Как тебе такой Илон Маск? С кем ты разговариваешь? Я сама скажу. Рисую, как я вожу. Катаюсь. Записываю это. Опять вот ходишь. Я решил это... Что-то в поинте пока это... Объяснял там другу вчера, какой пиздец катался. Мне что-то это понравилось. Я знаю, мне тоже как говорится, поинт просто садишься и рисуешь, Ага. блядь,
Не только идеи есть. Так, что я вспомнил. Так. Вот это. Наташа, ой, Артем, Наташа пишет, у тебя же настроения нету. У кого? Рисовать. У кого? Ну вообще, у тебя. У меня? В реальности у меня настроения нет. Вот оно не на уроках было. Чего? На уроках было настроение рисовать. Весело, вес. Так. А ты что на туз не пошел? Вчера? А сегодня? Нет, ушел. А, сегодня, значит, 24. А сегодня 24. Я это ночью смотрел. Получается, запись. Красавчик. Я думал, это тогда Чё не что-то пошел? уже Да нет, ты чё? Думаешь, кому-то впадло, в смысле, не впадло приезжать в понедельник? Конечно, блядь, все, вот сегодня, в смысле, в воскресенье, чтобы бухнуть в воскресенье. Нет, типа, все Я в уже- понедельник собрались. на самом деле туснул, так сказать. Да чё, у них там, на самом деле, у них пивас-то они просто собрались. Ой, в смысле, пивас-то один. Они не играли через бухла, мне Егор сказал. Вот. Чё? Ты Инстаграм же здесь смотрел? Видел, какой пиздец у меня был? Родион это, попросил его пропылесосить лысину. Точнее, бобрисину. Так. Синий. Машина. До сюда. Пропускать все остальные. Допустим, так вот. Коронавирус. Чё? Чё ты ржёшь? Чё за смех такой? Ну просто у меня... Я это видел. Вот Чего? я видос дальше смотрю, который, ну, вчерашний я забыл выключить, когда iPhone А. снимал. Как ты там визжишь. И Родион в этот момент говорит, я в 3D, Ой. не мешай. А ты ему кальян в рот суешь. Ой, и я тоже. Никогда, блядь, я не подумал, что ты будешь, блядь, от них закрываться. Да. Блядь. Я тоже такой не думал. А что, у нас Максик не приехал? Что? Нет? Пипец, блядь, проебали парня. Ну, некоторому повезло, потому что этот Somebody Party Hard он это не застал. Блядь, ладно, я тебе это... Точно. Наверное. Что, завтра идешь на бар или как? У меня завтра это, так что Ну, навряд ли. тебя он У в меня час. с 9. А сколько? Нет, это в 9, так как это зачем? типа пробник. Этого. Блядь, то есть ты его еще не сдаешь до конца, то есть ты его, блядь, сдаешь не в первый раз, точнее. Ну, это ты внутренний, типа, подготавливать. Чем мы, по-моему, так и не попили, блядь. Чай еще тепленький, в Да, ну принципе. заебись. О. Чай вначале я тоже особо вначале не смог попить. Я его просто выпил, чтобы не опрокинули. Блядь, ну, это может быть вполне. Так. Блядь, даже чаек на ту мой оставили, блядь, его сейчас спиздит, нахуй, вынесут. А не знаешь что? Белки, самое главное, на еду навалился. А это можно? А это сейчас можно? Сейчас такой схватил? Белый это который? Никита. Абдол. А! Я же не знал, что он белый еще. Так. Он похож на долбоёбка, не знаю. Они его сломали, он пиздец вообще ёбнутый стал. Минимум алкашкин, блядь. Минимум просто. Никак, блядь, иначе. А, блядь, ну правильно. Сначала был алкашкин, стал белкин, блядь. Что-то я тут... Беленькая, как раз после беленькая. Так. Тут на упаковке. Чек. Так. Ой,
Как будто вот не 3 дня прошло, нахуй. Это вообще конкретно, блядь. Есть такое. Есть. Сахарок? Сахарок? Да, пожалуйста. Так. Разбавлять? Конечно. Хотя он подостыл, в принципе, даже не надо забавлять. Удивление. Короче, нашел одну прикольную колбасу в магните. Такая очень тонкая. Свернута вот так вот. О, вкусно, пиздец. Но ее мало, но она вкусная. То есть, типа, не как обычная, гораздо тоньше. То есть, меньше даже мизинца будет по отношению. По точнее. Вот, и прикольно. Я сейчас какие-то сегодня днем, когда приехал, купил печенье какие-то с... Яшкина? Да. Это хлебный запас. Спас. Пиздец, они вкусные оказались. Прям вообще остановиться не смог даже. Мне кажется, Белкина, блядь, накуривают. Ну только курево у него. Самый прикол вот в чем. Не может бросаться на него, мне кажется. У него там есть курево, я хуй знает. Ну а сколько запасов там этих заначек, за этих закладок. Ой. Чуть штекер не съебал. Да. Чё ты снова там, блядь? Это вообще Пиздец. блядь. Угу. Не смотрю, у него экран, блядь, отсвечивает. Угу. Угу. Знаешь, я пытался отдать его в ремонт. Тут. Немножко, как бы сказали, поздновато. Крышка, короче. Отходит, блядь. А ты посмотри, вот эти вот нихуя. там Эти я не вижу. держат. Они нихуя не держат, эти болтики. И тут еще подломалось там хуй-то. И теперь вот это он еще, да. Угу. Когда пытался починить. У меня тоже Петли такие такое, не знаю оказались, откуда. петли оказались слабыми. Ой, тут и затянутыми слишком. Надо было расслабить как-то. Я не знаю, с какого хуя они стали это тяжелее, в общем, закручиваться. Угу. И все пошло по пизде. В ремонте У меня типа это... тоже, блядь, такая хуйня, кстати. Только не помню, какое, блядь, вряд не буду. О, блядь, вот. Я тоже левый. Я ж тоже левый, да, ты тоже левый. Да. Так. Этот мастер, короче, взял, посмотрел и начал вот так вот нагинать. Понимаешь? Да. Сука, враед. Ну что ты оживай, блядь, идём. Ковролин? Какой еще ковролин? Корвиат. Ты на английском понимаешь? Нормально? Ну так. Чё? Опа, тяжечка, блядь, не слабый такой. Суковряд. Что? Это не на английском. Мне На кажется, каком? мне Я кажется, на французском. Ну, кстати, да. Похоже. Все. Мне даже интересно стало. Сука, вряд? Угу. Суковряд. Да. Ну, вообще, что-то, блядь, не знаю. Не... В английском есть со приставка, но не су. Несу. Я несу тортик. Не су в тортик, блядь, да. В, главное, не сказать, блядь, не пойму, блядь. Интересно, кушнет там, блядь.
Бухает. О, сука, ответил как раз. Так. Ну, как сказать, нормально. Тузы проходит для Паши. Заебись! Для меня охуенно проходит. Это главное. Так. А что мне дает это? Я бы знал только Носыч и Дедуша. Так. Потом вот отсюда. Тут и ямы. Так, Клим пизжал. Я, блядь, еще ни разу не слышал, как Клим бежит, и не могу его узнать в этом плане. Тузы проходит для Паши. Заебись! Для меня охуенно проходит. Это главное. Я, бля, знал только Носыч и... Сука. Так. В общем, короче, он берет этот мастер, вот так вот начинает шатать. А оно, блядь, еле держится. Вот, блядь. Начинает туда-сюда, я, блядь, держу этот ноутбук, еле-еле, блядь, сдерживаю, чтобы, блядь, не... Блядь, послать его нахуй. Он такой, ну это, блядь, понты. Вот это понты, блядь. Просто стоит, блядь, и через каждое слово, блядь. В Китае заказывали, блядь, это пиздец. Начал. Где брал? А? Это ДНС. Там детали заказываются в Китае, а в Китае будут идти полгода. Сейчас же этой хуеты. И из-за двери Родион кричит такой: коронавирус. Блять, охуенно. Сука. Охуенно, блять, просто сходил. Там еще какая-то тетка, судя по всему, к ним за этого зашла. Что-то там спрашивал. Они, наверное, охуели. Из двери, блять, голос. Потому что правда. Ага. С коронавирусом. Ну, точно. Ой. Он еще его пытался закрыть и... Просто пиздец. А как его, блядь, закрыть-то? Да, как его, блядь, открывать потом, если ты помнишь, нахуй. Аккуратно. Хуй поймет. Это кто, интересно, блядь? Это не Егор. Пикин. Вот это Егор. Нет, это Клим, походу. И Носыч на фоне адекватный самый. Не послышал, я услышал сверчка. Знаешь, звук такой. Это дед пошел. Включи еще раз, подожди, мне реально послышался или что, блядь? Звук сверчка. Я не могу понять. О, слышал? Не послышалось звук сверчка. Это уведомляшка. А? Уведомляшка? Уведомляшки, это там у них уведомляшки. Ну, я тебе и говорю. Я немножко прихуел с этой уведомляшки. Уведомляшки. Пиздец. Блять, армрестлинг. И девушек и юношей, проживающих в студенческом общежитии. 25 февраля 2020 года, блядь. 6 часов, ты не знаешь. Ты тут? Да. Я тут. Ну, ты не мне, наверное. Да. Я вижу, папа. Что тут? Так. В общем, я нарисовал вот это вот. В принципе. Так что я думаю, в принципе, понятно. Почему? Что, есть идеи, что еще порисовать? Не знаю, мне так... Нарисуй светофор. Реально, просто. Почему нет? А почему его и нет?
Если хочешь нарисовать Современный? этого Никиту под спидами. Как Никита под спидами видит светофор, блядь. Вот. Все там музыка. Тоже. Артём, Пофигу, будет пьяный светофор у меня. Артём, А, слушай, давай, типа, попробуем летом по фану, не знаю, типа, нашел штучку, типа, или с электромагнитными импульсами по заброшкам походить, посмотреть призраков, поискать. Чисто. да я без проблем, у меня есть камера с этим, типа, ночной. И только надо купить для нее это и карту памяти. По фану. Где ты только найдешь заброшки? Ну, поищем. В Обнинске. Воды святой наберем, там, соли наберем. Егора, опережай. Егор, опережай, пожалуйста, остальные группы. Короче, те, кто сегодня бухал, блядь, и завтра не увижу на парах, сломаю ебал. Упс. Короче, пошел. В принципе, похоже. Норм. Какой-то, блядь, здорового человека. Никиту он должен флексить, блядь. Бля, я вспомнил «Даешь молодежь». Там кекс с укропом стояли, знаешь, повторяли полностью. Да, А, точно, он не так стоит, точно. да, он же идет. Он типа идет. Да. Он флексит. У него вот так вот. Он типа в роли Никиты, когда Никита узнал, что есть какой-нибудь, блядь, что-нибудь понюхать. Он должен... Бля. Это не Никита. Так. Потом так. Ну, так, оранжевый, допустим, пусть будет. Это, допустим, 15. Ничего не похоже. Пофигу, похоже. Так. Светофор, блядь. Ну, похоже же на кругляшок. С какой-то стороны, если посмотреть. Так. Короче, Артём. Это нечаянно. Надо бошку закрасить. Наверное, спать пошел. Давай, спокойной ночи. Угу. Давай. Давай, все, давай. Так. Ебать, я только что увидел, что красного, у меня глаза получились. Похоже же. На современный светофор, а? Во, блядь! Во, нахуй! Сука, я не могу поставить. У красного, блядь, ноги сломаны. Правильно! Чтобы не было соблазна идти. Девочек трогать нельзя. Мало свое воскрешение! Жизать их! Во-первых, если девочек не трогать, они останутся... Если девочек... Нет. Во-первых, если девочек не трогать, они на всю жизнь останутся девственницами, да. Во-вторых, они никогда не выйдут замуж. Их не выйдут замуж, да, вот. В-третьих, правило женщин не бить. Поэтому женщин либо бросают на прогиб,
либо берут на болевой. Выбирай. Что из этого тебе ближе? Нормуль. Сейчас, блядь, узнаем, как это получилось. Во-первых, если девочек не трогать, они на всю жизнь останутся девственницами, да. Во-вторых, они никогда не выйдут замуж. Их не выйдут замуж, да, вот. В-третьих, правило женщин не бить. Поэтому женщин либо бросают на прогиб, либо берут на болевой. Выбирай, что из этого тебе ближе. Так, в общем, такой светофор. Автолидер. Volkswagen Poля. Да, во-первых, эти. Погоди, давай еще раз попробуй, потому что ты что-то сорвалась. Давай снова. Похоже на чашечку. На кружечку. Да, во-первых, эти. Во-первых, если девочек не трогать, они на всю жизнь останутся девственницами, да. Во-вторых, они никогда не выйдут замуж. Их не выйдут замуж, да, вот. В-третьих, правило женщин не бить. Поэтому женщин либо бросают на прогиб, либо берут на болевой. Выбирай, что из этого тебе ближе. Очень логично. И трудно Гениально. остановиться. Интересно, ну сейчас попробуем, давайте попробуем. Как ты хочешь, может, аргументировать? Ага. Не, ну я попытался нарисовать собственную крошку. Блять. Я просто даже не посмотрел на рисунок. Ну, блин, еще прикольно. Угу. Рисунок, если чем-то напоминает какую-то раскраску, прям есть такая. Яйца, по-моему, так раскрашивают на Пасху. Да. Сидит, блядь, сейчас масленица. И тебя. О, блядь. Блядь, вы чё орёте нахуй, блядь, видос, ой, не видос, голосовой с угрозами на 1,5 минуты, блядь, ну ладно, давайте. Паша, во-первых, какого хуя, блядь? Типа, ты мог пустить с нами нахуяриться, это во-первых. Во-вторых, какого хуя? Ладно. Это уже во-вторых. Типа, все тут веселые, во-вторых, еще третьих человек не бьет, а в-четвертых, пошел нахуй. Еще не в говно. А я в говно, блядь. Еще нет, кстати. Вот, Паша. Типа, Никита тебя любит? Мы тебя все любим? Ты моя любовь. Блять, то надо мелко направить. Если я не стал первой парень, значит я стал второй парень. Можешь бить мне ебало смело, типа я даже сейчас не отрицаю это. Типа мне вообще похую. Я давно хотел, чтобы мне заебало. Я набил, чтобы я в ответ повалил. Архитектуре тоже привет. В общем, Паша, Мы тебя любим. вот. Приходи к нам бухать, блядь. Заходи что-нибудь, чтобы у нас пиздец остался. Чё, будешь? Потому что, ну, это Давай хуйня. побелки мы принесем. В жертву. А, В жертву примите, спросить. потому что, ну, это хуйня. Да, Мухридин? Да, Кирюх. Да, Таня. Да, Егор. Да, Клип. Знаешь, как ты сказал, то, что мы на минуту это угроза. Сказали да. Не напомню это моего друга, который любит писать всякие голосовые, там, не знаю, Приходи, по минут 5. Вам поздравление, еще какое-то обсуждение, там еще какое-то... Он так любит это растянуть просто, пипец как. Да я знаю, что говно, типа, я на самом деле тоже как бы шучу, еще, блядь, нравится кого-то.
Не, может, кого-нибудь и будут пиздить. Сомневаюсь, что будут делать это, блядь, за какие-то проебы с посещения. Все вы знаете, ваше дело, блядь. Разболовку вы каждый, в принципе, ну, ладно, никто нихуя не помнит, блядь. Я этим занимаюсь, блядь, рассчитываю. Ну, не суть, типа, блядь. А прийти... Не приду, потому что, блядь, я на антибиотиках, короче, и если я, блядь, приду, нахуй, это будет просто минус ковер, блядь, минус диван, и... Это, если я буду пить, и минус, возможно, блядь, одежда всех окружающих. Последнее не точно, возможно, не всех, возможно, только некоторые. Да, типа, я как-то привык, что вы сидите без меня, типа, блядь, там, на дне тьютера, блядь, на посвяте, на шашлыках, которые были. Так что, блядь, ладно, похуй. Все равно будем сидеть в пещере потом. Чили, хуй. Но, сука, вот не придет ко второй, блядь, ну, нахуй, ребят, ну, это, блядь, уже просто, нахуй, это вот пиздец. Что, блядь, сложно, нахуй, прийти, блядь, на лекции, на задних партах поблевать, что ли. Господи. Изи. Вот. Так, к сожалению, я на утро не говорил. Если бухать до утра. Да. Ты никогда не пил до утра, блядь, скажи честно? Не знаю. Нет, не доходило до этого, потому что, блядь... Ты нажрался раньше. Нет. Все заканчивали раньше. Вот Родион на свой день рождения такой, будем бухать всю ночь. Да, в 23 часа. Да. Он там в палатке на улице сидит, спит. Я такой, блядь, Типа, это типичная вписка. В 10 начинаем, будем бухать всю ночь, пол 12 нахуй. И знаешь, в чем прикол? Я успел уже опьянеть и отрезветь. Ну, это классика. Нормально. Ага. В итоге я ночью не спал, ну, всю ночь практически. А вообще спал? А, да, я прилег, по-моему. Да. И, короче, с его папой, его папа рассказывал историю. Он там следил, как бы приехал, типа, потому что Родион как-то уже ездил на дачу и сжег сарай. Теперь его одного... Вы, блядь, коллективно нахуй имеете, блядь, это... Да. Ну и, знаешь, это комбо. У каждого свое там. Это фаталити. Так. В итоге там еще он пистолет там достал, этот воздушка. Постреляли. Ну, заржавел. Долго пытались. Нет, до того, как постреляли, это не могли взвести. Заржавел. Это пиздец. Пытались там туда-сюда, туда-сюда. Хотя я не помню, что там заржавело и что застряло. Ну, что-то застряло, в общем, какая-то часть. Потом постреляли. Даже этот баллончик оказался уже там хреновым. А пулек было до сюда. Я хотел в Родиона выстрелить, но потом подумал, да ну нахуй. Ну да. Понимаю. Самое охуенное, когда меня запихнули в палатку, и, блядь, сняли с меня эти кроссы. Везде там неудобно. Страшно. И, блядь, сами знают, что я бы завалил эту нахуй палатку, потому что бы ее еле поставили. Ты знаешь, когда было холодно, ты знаешь, как они это решили проблему? Обогреватель туда притащили в палатку, чтобы спать типа на открытом воздухе. Потом там слишком жарко стало. Блять, ну не нюхать тьютера, господи, когда его, блядь, благодарили вы за тьютерство, и я, блядь, ну, оговорился. Когда вы шли, блядь, Гагарин бухать, вас Гагарин не пустили, и вы пошли, блядь, в другой там какой-то лаунж-бар, по-моему. Еще вспомнил. Ехали мы, короче, на Тусу, на такси. Уже там мы с Родионом уже выпили, там у него в машине была, так сказать, водка в бардачке. Мы выпили чуть-чуть. Дальше, там, кстати, с другом закупили там алкоголя. Приезжает такси, садимся.
И, блядь, таксист слышит звон бутылок в рюкзаках. Еще у нас это пакет был. Да, пакет. Он такой, ни хрена вы это собрались там. Он там по навигатору увидел, то, что мы едем в митингу. Я понял, я бы тоже так хотел бы в митингу так отдохнуть. Хорошо. Едем, подъезжаем к выезду из Обнинска. И вот друг Илья, короче, решил сидор открыть, баночку одну. И знаешь, такая тишина на всю машину. Я уже думал, что-то там прольет, еще что-то. В итоге по пути выехали. Там еще, получается, на выезде секс-шоп какой-то. Как его там? Интим Сити называется. Нет, не Интим Хаус. Вот. Это этот водила предложил назвать город Интим Сити. Так как, типа, что название сразу этот баннер типа наклеили на иконку там этого Обнинска. Охуенно. Правда? Забавно, блядь. Да. Так, что тех, кто записался на РМГ-оценка, 17:50, на цокольный этаж. Пусть возьмут все Хочешь заорать? Да? Короче, еду на машине около 90 км в час. На встрече едет машина ДПС, дальним светом мне моргает. Задумался, но на всякий случай притормозил до 60. И точно, впереди на обочине еще один наряд ДПС ловит радаром. И ответ, знаешь, на что я отвечаю? Враждующий клан ДПС. А интересно, если ДПСников установят, что будет? Взятка будет передаваться бесконечно. Да. Смотри. Алло. Так, ну что? О чем ты еще хотел поговорить, его скажи? Ну? В смысле? Подумай о чем. Я же, блядь, могу знать. Да, я это помню, я позвонил. Конечно, нет. Вот ты решила мне сейчас мозг прятать. Блять, я заметил, нахуй, мой мозг отъебал. Я уже заикаться начал, блядь, но нахуй не понимаю, чем мой мозг не. Что ты сейчас сказал? Ну вот видишь, значит, я позвонил тебе просто так, блядь. Ой. Девку переклинила, блядь. Ой, помогите мне, блядь. Вызывайте кран, блядь. Мозг отказывается работать. Что там сверху? Что ты сейчас делаешь? Твоя защитная реакция — это пердеж, блядь. Раунд. Фантастически неуловимый, блядь, и неожиданный. Ну и что? Ты пошутил, я пошутил, что дальше? Все, обида, блядь, например, да? Ну, так и думал. Слава. А я себя сегодня уколол, мне заебал. Тёма, блядь, наверное, сидит, не понимает, почему я такой добрый. Резко общительный стал. Ну, просто укольте, блядь. Кайфуешь? Да. Да, легче стало. Это жизнь по-другому, кажется.
Это вот, блядь, не со всякими девками там, блядь, 24 на 7 начался. Не становится, блядь, фотоишным. Четким, размеренным, блядь, по полочкам. Все. Грустно. Ну, делать все грустно. Поэтому сейчас с Томиком, думаю, шлюху заказать. Антоху одну там отщипнем, чтоб пропустил. Правильно, Том? Угу, Думаю, я бы справлял. конечно. А ты как там одна? Что? Могла приехать вчера, весну сделать. Понимаю. Понимаю. Наконец-то конечно, тут что появится. Совсем нужно врачам. Что скажет, как думаешь? А зачем тебе точно объяснить? В чем проблема? Есть варианты того, что будет, типа, блядь, ну, ты знаешь об этом только с утра. И чё? Ни зачем от болезни в этом плане нет, так что все, это без проблем. Ну, как это, ну, проблема, но такой мелкий. Решаем. А я вот, типа, голосовой от Егорка, поскольку меня там Клим зовут. Меня зовут к ним Клим, Киря, Катя обе, Егор, Даник. К ним бухать вместе. А я им говорю, да ладно, ребят, что я, блядь, на посвят с вами не бухал, на шашлыке я с вами не бухал, на проводы тьютера я с вами не бухал. Ну, что мне с вами бухать? Нет, Ань. Приятно, блядь. Ну, а что ты спрашиваешь, блядь? Давайте молотком по пальцу ебану и спрошу, больно? Хорошо, вообще ничего не спрашиваю, да, прекрасно. Все, я ничего не спрашиваю, ты ничего не спрашиваю, молчи. Ну, спроси еще раз, давай. Заметь что-то, спроси. Ну, ты же запомни. Ну, спроси. Что? Не будешь? Ну, хорошо, не слушай. Я, к сожалению, не слышу, потому что связь. Я делаю сломаться, да. Потому что не соберись еще за Новый год. Наверное, не знаю. Может, за 23. Ну, думаю, да. Как-нибудь, может быть, пойдем.
технологию ответа. Ну как-нибудь тогда. Ответь это. Ну как-нибудь там, не знаю. Ну как-нибудь там, не знаю. Да, как-нибудь. А ну что мне сделать? Хорошо, спасибо. Ищите, что мне сделать? Ну вот когда-нибудь. Это тоже как-нибудь могу выбрать. Нет, это отличное слово. Ну, как-нибудь выбрать. Ну? Точно? Уверена? Ну, да. Ну, это неплохая шутка. Нет, не подойдет. Если тебе не нравится это, да? Не нравится? Хорошо, я перестану рекомендоваться. Но это не точно. Ну, что еще? А можно, пожалуйста, еще... Зачем слышно? Вот его если чуть прижалось. А зачем ты прижимаешь просто? Вы что, вы же медом не делаете? Это просто кубик. Ну, делай. Что за напомню? Ну, это случай. Это уже нет. Странно. Это просто... Почему? Почему?
Это как так? Ну, как ты же делал от 5 до 7 минут. Семь дней не прошло, ты начал делать когда еще не 2 недели. Почему 6 день? Смотри, ты начала делать в среду, по-моему, да? В четверг. Почему вторник? Нет, не среда. — 25. 7 дней. 6. Еще можно сегодня начнем. Жопка болит такая. А можно, пожалуйста, объяснить? Перейдем в свой фильтр. Ну, там будет подплатить. Просто я помню, что ты, блядь, додик, который приперся в полгода. Еще раз что? Платье? Слушай, тебе не было какого-то расчета на платье тогда? Да, когда ты пришла. Случайно? Тогда. Ну, да. Ты не думала, что что-то будет, да? Я не знаю, я просто спрашиваю, кто это знает. То есть вот тогда, типа, 17 числа в Италии, типа, это нормально, да? Ну, типа, вот это никто не говорил, что а тут почему должен кто-то знать? Что? Причем здесь это, я спрашиваю про платье, вообще. Ничего ты не хотел сделать случайно. Ты же не зря его не делал, я знаю. Совсем. Какая мука? А, то есть
Если бы не я, да, тогда бы... Да ладно. Вообще-то Егор зашел. Мне. Ну, потому что я тебя оставил, по-моему, таким долгим. Я позвал тебя к себе смотреть фильм, это как говорю с вами, и совсем. И типа как-то... Нет, вот сошлось, типа я, ну, хотел просто встать, а типа как-то вот, ну, как-то поп случайно, и, нет. Это реально было, когда, блядь, это было неумышленно. В смысле еще тогда? А что я случайно думал? Ну ладно, не знаю. Я такой, типа, да, конечно, ну ты вообще это может он подолгу, не точно. Не знаю, никуда было. Чего вы что, даже снова не ну как? Что это такое, да? А вы какой? Ну, если бы ты, может быть, носила платье почаще. Что, заканчивается? Ну, я понимаю. Нет, нет. Не так просто платье. Даже не вспомнил. Интересно, какой же ты взял? А подумать? Нет. Что-нибудь по для чего-то. Ну, что-то такое. Да ладно. Я уже хочется увидеть. У вас вместе качество. Не расскажу.
Ага. Я знаю пару. Где можно будет продать. Да. Ну, правда, зависит просто от идентификации. Вроде, конечно, миллион. Не просто это остальное. Интересно, никого советского тоже не смотрели? Чего? Ну, что, ты же спрашиваешь у меня как? Я вот хочу спросить тоже, как, в чем понравилось. И про какие именно ты делаешь? Телом. Вот непонятно, вот непонятно. Вот происходит выбора, не различить. Что? Вот почему ты Ксюша писала. А если нет, это так. Да ладно, вот, блядь, в натуре. А потом нахуй начинается какой-то разъем, блядь, неебический. Почему-то, блядь, Кристину ты нахуй нападаешь, блядь. Кристина, блядь, рассказывает, как она пиздится со своим парнем. И, блядь, тем временем нахуй Аня. А я не знаю, что это такое. У нас такого нет, блядь. Потому что это очень редко бывает, и много кто происходит. Потому что мне это очень нравится. Но это происходит очень редко. Какой смысл? Какая причина? Может, было, кстати, где-то слышать. У меня нет опыта, чтобы почитать. Это странно. Да. Здесь твоя подушка, блядь, лежит на секундочку. Только я на ней не сплю, она просто лежит.
Не хватает одной. А еще раз можно, пожалуйста, связь? А еще раз. Да. Ничего не слышно. Подумай, выведи логику и все. Теперь всегда, чтобы не затекало. Ну, скажи мне, что проблема? Да попробуй. Вот приезжай, попробуй. Не буду ждать. Какой прям фото я отправил сообщение? Тебя еще и пытать не. Нет, я поймаю тебя в жизни, буду пытать, что говорить. Долго, страшно, качественно. Не думаю. Ну хорошо. Я подумаю. Но ничего не решаю. Смотри, до 17 дальше что? Да нет, почему? Да. Я вас будет больно. Долго.
М? Че кладешь, что ли? Я ничего. Ну, У всех с этим